Всем привет, мои дорогие! Сегодня мы с вами приготовим очень простой бюджетный торт, который называется «Кудрявый мальчик». Берем 3 крупных яйца, разбиваем в глубокую миску. Добавляем щепотку соли, 150 грамм сахара, взбиваем буквально 1 минуту венчиком. Если у вас есть миксер, то все можно сделать при помощи миксера. Добавляем 200 грамм сметаны 15% жирности, всыпаем пол чайной ложки соды и все хорошо перемешать. Напоминаю, что все ингредиенты должны быть комнатной температуры, чтобы сахар хорошо растворился. Просеиваем 130 грамм муки, перемешиваем до однородной гладкой массы. Самое главное, чтобы не было комочков. Друзья, подписывайтесь на мой кулинарный телеграм-канал и повторяйте за мной разные вкусные рецепты. Новые видео выходят там каждый день. Все видео проверены лично мной, поэтому обязательно пробуйте, готовьте. Делим тесто на 2 равные части. У меня вышло в каждой миске по 3 половника. В одну часть добавляем 10 грамм ванильного сахара и также просеиваем еще 30 грамм муки. Во вторую часть просеиваем 30 грамм какао. Какао лучше просеивать, чтобы не было комочков. Перемешиваем сначала ванильное тесто, потом шоколадное. Берем форму диаметром 20 см. Если у вас нет формы, то можно выпекать тесто просто на пергаменте. Также бока можно не застилать пергаментной бумагой, растечется и будет смазать растительным маслом. Выливаем подготовленное тесто, прокручиваем форму несколько раз для того, чтобы в центре не образовалась шапочка. Ставим в разогретую духовку до 180 градусов и выпекаем ориентировочно 15-20 минут до полной готовности. Достаем корж из духовки и деревянной шпажкой проверяем на готовность. Достаем из формы, перекладываем на решетку и даем полностью остыть. Точно так же мы проделываем и с шоколадным тестом. Выливаем в форму, разравниваем, прокручиваем. И отправляем выпекать при температуре 180 градусов 15-20 минут. Также достаем из духовки, проверяем на готовность. Корж получается всегда мягкий, что первый, что второй. Достаем из формы и даем остыть. Берем 600 грамм сметаны, всыпаем 50 грамм сахара и 1 чайную ложку ванильного сахара. Вы также можете добавить больше сахара по вкусу и просто это все смешиваем. Крем получится достаточно жидким, но так и должно быть, ведь он должен хорошо пропитать коржи. Остывшие коржи разрезаем на 2 части. Нижние коржи пойдут в основание. А 2 верхние шапочки разрезаем на небольшие кусочки. Собираем торт. На блюдо для подачи выкладываем шоколадный корж. Сверху хорошо поливаем сметанным кремом. Коржи очень пористые, они как губка будут впитывать сметанный крем.
Сверху выкладываем светлый корж и тоже покрываем сметанным кремом. Так как крем у меня жидкий, и для того, чтобы коржи не разъезжались, я использую разъемное кольцо. И в сборке оно будет мне помогать. А дальше чередуем каждый кусочек, мы окунаем в сметанный крем и выкладываем в шахматном порядке сверху, до того, пока не закончатся кусочки и крем. После сборки сверху также можно немного полить сметанным кремом, где это будет необходимо. Сверху накрываем пакетом или пищевой пленкой и убираем в холодильник на 2 часа, это минимум, а лучше на всю ночь. В сотейник высыпаем 2 столовые ложки сметаны, 2 столовые ложки сахара, 2 столовые ложки какао, перемешиваем. Получилась вот такая масса. Теперь ставим ее на плиту и будем варить до потемнения глазури, при этом постоянно помешивая. Как закипит, снимаем с огня и добавляем 15 грамм сливочного масла. Перемешать, чтобы масло полностью растворилось. И даем глазури немного остыть. Торт у меня хорошо пропитался. Аккуратно извлекаем из разъемного кольца. И оставшимся сметанным кремом промазываем бока торта. Вот такой аппетитный, симпатичный торт получился. Остывшую глазурь переливаем в кондитерский мешок. Вы также можете просто полить торт сверху при помощи ложечки. И поливаем торт глазурью произвольно, как вам нравится. Я буду поливать завитушками. Бока также очень легко промазать. Просто нагибаем слегка тарелку и поливаем бока. Убираем торт на пару минут в холодильник, чтобы немного схватилась глазурь. Тортик полностью пропитался. Теперь будем отрезать кусочек и наслаждаться. Торт получился очень вкусный, сочный и такой простой в приготовлении. Торт очень симпатичный, необычный и самое главное бюджетный. Я очень люблю везде в тортах использовать сметанный крем, потому что он очень хорошо пропитывает коржи. Поэтому обязательно пробуйте, готовьте. Я уверена, у вас все получится. И напишите, как вам рецепт и будете ли вы готовить этот торт. А вам я желаю приятного аппетита и всем пока-пока!